Прячать. У меня сегодня болит голова, поэтому я буду сегодня играть в игрулю, где есть сюжет, и не надо особо париться. Так что будет ASMR стрим для сонных. А потом какой-нибудь монстр на меня это... И я такая... Поспать не получится, да. Вот. Сижу, жду, когда запустится стрим. Жесть. Так, привет. Привет, привет. Всех уходи, привет. Привет, цифра. 3. Привет, спасибо. Спасибо. Привет, 3. Так. Игра у меня вот. Мяу. Надеюсь, все будет нормально. Блин, я просто посмотрела, я залила видос по метро в прошлый раз, точнее недавно, и такая, нихуя себе, у меня там активность. У меня в играх обычно такая активность слабенькая, средне-слабенькая. Вот. Господи, а почему нельзя свернуть игру? Не могу игру свернуть. Эй. Отпиздили меня за что? А так это YouTube. Тихо. Sorry, я немного слепая. У меня давление, короче, походу, зрение еще хуже стало. Все нормально. Вроде размер экрана совпадает. Если что не так по звуку, скажете. В прошлый раз игра была сильно громче меня. И все такие, нормально. Нормально. Чё, у меня опять какие-то настройки сбились? Опять? Висинг. Нет, включен висинг. А я не знаю, что тогда. А чё я тогда лагаю? Алло. Блять, я не могу развернуть игру. А чё я не... Я тупая, извините. Извините, у меня 2 браузера работало. Sorry, да блин, закройся. В Epic Games включаешь сразу кучу рекламы. Я не... Должна отлагать, нет? Я надеюсь, нажму продолжить, все изменится. Может, это в меню лагает? Был необычной станцией. Он весь состоял из Господи, мастерских. громко. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Ага. Андрея Мастера ищем. Так, мы остановились вот туточки. Мы с вами ходили с каким-то мужиком бородатым. Вот. Искали пауков-призраков. А теперь мы ищем какого-то мастера. Надеюсь, Dungeon Master. Я не сильно близко к микрофону. Надеюсь, сильно близко. Чтобы вас подзаебать. Это первая часть, еще класс. Мяв, да, это первая. Тихо, не вылетай только, пожалуйста. Стой. Я иду.
Ладно. Это человек. Выключи свет. Я человек. Вообще-то я кися, ну ладно. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Заваливай их. Почему ты выбрал именно такое слово? Господи, я не могу прочитать чат, прикиньте, настолько мне сильно на глаза давит. Ёбаный в рот. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Чувак, ты меня пугаешь. Чему так моргает все? Просто дружеский совет. Допустим. Мы уже давно запомнили. Ибо Сухаревск уже пройдено. Ладно. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам. Если что-нибудь важное напишите, дайте знать. Стой, проход запрещен. О нет, меня не пускают. Привет, привет, чуваки. Чё, тут разбираетесь, развлекаетесь? Торпеды необходимо произвести. Ладно. Привет, мужик, чё, как дела? По жести я потрепала, вижу, да? Вали отсюда. Отвали, или я охрану вызову. Как мы тебе дадим знать? Хуй знает. Не знаю, как-нибудь. Есть голосовая штука. Позабала. В оригинале не было заграждений. Ладно. Лицом к стене! Обыск! Не надо. Да хватит, отстаньте, противные, я не такой. Противные? Бала! Готовься к досмотру! Всегда готов. А скажите, доктор, а раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Фу. Мерзавец! Фу, бьешь по тем частям тела, которые Мартын покорили твое говорит, писы воображение. папа, писы папа, слабо. писы папа, писы папа, писы папа. Да ты что, Да. тоже ставки подрабатываешь? Петросянешь? Ну-ка попробуй вот это. Что там за БДСМ гучу-мучу происходит? Ай, ну все одно слабо. Ты что, мало каши ел? Принимаем этого. Посмотрим, как он пошутит на Лубянке. Сейчас дошутимся. Я не могу дальше пройти тут. Судя по этой одежке, которая очень мне знакома, это моя тяночка меня ждет. Я не играла, но я играла во вторую часть. ГБ следит за нами. Кто? Отойди подальше. Ты подозрительный. Я подозрительный. Не короть. О пожаре немедленно доложить во внутренней связи. Ладно. Чё? Так, а ты кто? Напарник? Он Ой. рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже Чё? арестован. А, Ладно, только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять буду! да. Я случайно сюда... Я не хотела. Я вообще... Мой парень! Хватайте, ублюдка! Я ошиблась за дверью. Я не хочу с ним. Почему? Мама.
Что-то я не планировала туда идти. А все теперь, да? Где мы... Игра вылетела. Говорит, ну все, доигралась, бля. Не. Валигу говорит Нинора, запомни нее желтый снег и словарь статский. Ладно. Че такой пойми куда? Ну, я просто думала, ну, посмотреть, что там. Я шпион, ладно. Что-то игра не запускается. Алло? Я не хочу бежать за этим челом. Давай закроем игру, еще раз откроем. Давай браузер выключим, может. Все нормально. Ну да, менюшка жестко лагает. Весь бюджет ушел на менюшку. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня. Не заказывайте сегодня ничего, пожалуйста. Пожалуйста. Привет. Что смотришь? Куда ты смотришь, а? Ладно, я ошиблась. Sorry. О. А ты куда смотришь? Так, а ты кто? Я это я. Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, только без рук. Я сам пойду. Что-то как-то неправдоподобно. Просто так меня пиздить начали. Чел, я вообще даже не с тобой, я не знаю, кто ты. За мной, парень! Почему? Почему я должна быть за тебя? Я тебя первый раз вижу. Я еще должна тебя своей спиной прикрывать. Только лишь потому, что я случайно в комнату зашла. Туда! Стой, тварь! Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. Да. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне Друг выбраться Хана? с этой станции. Как ты узнал, что он друг?
Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса... Еще какое-то грязное шматье должна можешь поехать надеть. на этом поезде Зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Идти не дают, да идти. Накопить нового стрима лучше надо. Если что, я сразу говорю, если вы заказываете игры, если эти игры платные, то я их не буду играть. Потому что я пока что бич ебаный. Подлагивает странно. Я про это говорила уже, что странно как-то. Ты не перезапускала комбо, да? Не, я думала, это легкая игра. Заметка. Многие в метро ненавидят красных, потому что боятся. Красные живут впроголодь, хотя работают круглые сутки. Им говорят, что трудятся ради будущего, но год от года их жизнь становится все тяжелее. Они дерутся отчаянно, словно совсем не боятся смерти, а их командиры бросают их на амбразуры, затыкают их телами огневые точки и тратят их жизни, будто они вправду не могут умереть. Но они умирают от истощения, переработки, от пуль врагов и от пуль своих комиссаров, которым приказано стрелять в тех, кто испугался и поступил. Внушать, что они сверхлюди, что они сделаны не из плоти, а из стали, именно поэтому мне их жалко. Ради чего они живут, ради чего умирают, и тело прошлое равно рухнули. Ты куда-то идешь? А что ты хочешь сделать? Ты хочешь, чтобы я ушла? А? Ты хочешь понизить мне графон? Ну ладно. Ладно. Ну, блин, я думала, это легкая игра для компа. Подарить игру не проблема. Тогда тебе не обязательно просить у меня заказать игру за баллы. Можешь просто подарить мне игру. Я в нее поиграю. Там так это переиздание. Думаешь, это сильно влияет? Я единственное, что заметила в этом переиздании, что постоянно текстуры крашатся и ломаются. Вот это охуенное переиздание, лайк. Мою. Так вот. Мы идем дальше. Куда идем-то? Короче, мне пока нарративчик игры не особо интересен. В плане... Что за странная фигня какая-то. Везде вокруг все плохие. Странно. Мою. Да подарю, потом опять вещать, будет ругаться, что душная игра. Ой, да ну и пофиг, или тебе на какого-нибудь одного челика, которому игра не понравится. Мне тоже некоторые игры не нравятся. Чё теперь? Умереть? Типичное переиздание, которое работает через очко. Ну, зато бесплатно. 2 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вам не темновато ли, а? Вам не темновато ли игра
Она вообще у меня светлая абсолютно, если что, игра. Для вас это какая-то сильно темная, прям черная, не? Что-то прям как-то странно. Она вообще не такая темная, как у вас. Ты-ка попробуй что-нибудь намутить. Цветокоррекцию, может, вот так? Во. Ебани фильтр. У меня есть фильтр на такие случаи как раз-таки. Во. Теперь одинаково. А то вообще как-то странно было. Здорово. Сюда можно Можешь на мне такой шлем? И нож. Хочу твой. И в сумочку. И вот это. Убирайся, болван. То сам ты такой. Здрасте. Извините. Извините, здрасте. Можно у вас пальтишко спиздить? Нельзя? Оружейно. Ладно, пойдем. Давай, ебашь его прям въебало. Левая, правая, левая, правая, левая, правая. Ебать, тебе конкретно уже лицо набили, конечно, чувак. Пиздец, ладно. Женская сумочка. А? Аптечки, фильтры, ножи, набор туриста. Я не знаю, что мне надо. Я бы выбрала какой-нибудь... Но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Что у меня вообще есть? Мы взяли охуенный револьвер в прошлый раз и калаш. Давайте протюнингуем калаш. Чё есть ствол? Что значит разное? Какое разное? Довоенный лазерный прицел облегчает, ускоряет прицеливание на ближних дистанциях. Позволяет с легкостью вести прицельный огонь от бедра. Сколько стоит? Всего лишь 12 патронов, 15. Вообще лафа. А, нет, чё? А, это у меня оно было? В смысле снять? В смысле снять? Я купила или я не купила? Что-то никакого уведомления не было. Ствол. Гасит пламя, значительно снижает шум выстрела, только несколько повышает кучность. Снижает скорость, после чего убойная сила на расстоянии падает. Довоенный оптический прицел облегчает прицеливание. На средней дистанции он ограничивает поле зрения. Что-то ничего ультимейтного нету. Тут что у нас? Двустволка. Не знаю, хочу ли я ходить дальше с ней. Увеличивает огневую мощь дуплета вдвое, позволяя вести огонь с 2-4 стволов сразу. Что значительно усиливает отдачу. Угу. Ну, один раз бьешь в ебало, а потом терпишь. Понятно. Я и так уже понял, не раз уже дарил игры, ну да. Гасит пламя, несколько снижает шум выстрела, слегка повышая кучность. Короче, это для стелсеров, это для ебашеров, а это для кого? Повышает кучность боя, с таким стволом дуплет превращается в средство ближнего боя, полноценную охотничью двустволку для средней дистанции. Для средней дистанции у меня же калаш есть. А это чтоб въебало давать. Ну давай.
Так мы установили или нет? Я запуталась, блин. Короче. Все у меня нормально. Мне вот это вот надо. Первая помощь. Аптечку. Хороший рабочий инструмент. Вот эту штуку Всё. очень рекомендую. А это что? Граната. Лучшее Ежь. лекарство от головной боли. Считай до 5 и все. Обычно кустарные гранаты снабжены проволочными крючьями, которые она может прицеливаться к цели, но расставаться с ней до самого взрыва. Видел бы ты его в действии. В щи разносит. Лучшее лекарство Кустарная от головной ручная боли. граната. Просто треск стальной трубы начнем взрывчаткой. Ладно. Это для сталкеров это примитивный зажигательный гранат недалеко ушедший просто Хочу тебя забанить. Задванить или побить? В смысле, так донаты не выглядит. Блин, я не успела прочитать. Как же он хочет. Так, вот эта штука, она Считай до одна. 5 и всё. Лучшее Это одна. лекарство от Мне головной кажется, она ебать какая сильная, раз она по одной штуке продается, да? Ежь. Теперь у меня будет ежь. боли. Куда тебе столько? Ты же не унесешь. Видел бы ты его в действии. Я в жопу запихаю себе. Опять. В смысле, руку. Привет. Ты чё тут куришь? Тут вообще-то и так дышать, блядь, нечем. Мы под землей, сука. Вот тварь. Все нормально, мужики, он со мной. Давай, Артем, прыгай в яму. Как где яма? Я яма. Новая заметка. Что там? Я не ошибся в Андрее. Я его недооценил. Он не боится бежать, но его дело требует куда больше отваги, чем побега. Андрей помогает бежать с красной линии другим, рискуя собственной шкурой каждую минуту. Его товарищи спасли десятки беженцев, используя сеть тайных переходов и забытых туннелей, о которых красным пока ничего не известно. Обычных беженцев эта дорога жизни ведет к красной линии большое метро. Но меня Андрей отправит по ней в обратную сторону. Мне нужно на передовую нескончаемой войны между красной линией и Рейхом. В самое пекло. Я отправлюсь на поезде, который везет свежую партию пушечного мяса в жерло мясорубки. Ладно, вовремя заскочить с этого поезда. Ну, что-то... Какие-то прохладные истории пока. И про то, что... Серьезно, в такое время, когда люди еле как выживают, численность населения падает, неужели и вправду какие-то челики, очень-очень злые челики, будут рисковать жизнью людей просто так по кайфу? А мне не надо выходить отсюда. Ладно. Артем, видишь? Замкнутый круг. Забирайся туда. Куда забираться? Как? Ладно, мы поехали. Чш, никто меня не видел. Двинули, Чтобы захватить власть? Ну, не знаю, такая себе мотивация, особенно в разрушенном мире. Странно. Че захватывать-то? Захватывать-то ничего. Никого не осталось. Будешь один сам с собой, как долбоеб. Не хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это не вагон СВ. Но если он останется на станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку он только в один О, конец. как правое ушко кайфует. А вы не знаете, можно ли отключить вот эту вот стереосистему в метро, чтобы когда ты отворачиваешь голову, ты продолжаешь слушать Всё собеседника? нормально, подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи.
как у нас руки-то почернели. Помните, какие были чистенькие в начале? Совсем меня не видно, да? Вообще не видно, ебать, стелс. Какой у тебя микрофон? О, спасибо, мистер Ралли, записать. Тебя много. Какое у тебя микрофон название? Я не знаю. Я присылала в Телеграм все фотки моего микрофона. Мяу. Пань. Если выпадет какое-нибудь отжимание, я не буду сегодня делать. Попить. Просто мне сегодня реально хуёво. Я вообще должна была стрим еще вчера сделать, но вчера мне было еще хуже. По политическим убеждениям. А я за бабло. Он пошел. Я верю. Оно победит. Ну а ты как? Я-то. Ну, из-за плаката «Вступай в армию», ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Весь Красной армии мир. служил, а его отец еще в советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронтаже черная таблетка. А почему Антибиотик, советские что люди ли? стали фашистами? Сила. Странно. Цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты Коммунисты, тебя в плен которые возьмут, ты переживают также о считай в грехах? аду. Так что без разницы. Чего? Я никогда не смогу помочь с собой. Тогда давай Странно. сформулируй мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Сколько можно пить? Человек Я пьюсь до остался человеком смерти. даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Не хочешь поиграть в The Elder Scrolls Online? Я играла в него, но у меня просто нету купленных всех дополнений. То есть в него полноценно я не могу сейчас поиграть. Но спасибо за поддержку стрима. Мяу. У меня есть стримчик по TS Online. Один на канале. Рулеточка. Рулеточка. Сразу две? Как это? А сколько пить можно? Ой. Рулетка считает, что у меня дегидрация происходит. Смотри, сейчас попью. Очень важно. Нифига, у меня лазерный прицел. Это враг вот этот? Пенис. Просто я... Ну, вроде как мне дали оружие, но... Кого мне бить? Там все враги. А, окей. Если нету патронов? Я патронов не купила? Да
Бля-б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 ля-
Тихо, 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 тихо. Хули ты мне? Ты чё, долбоёб? Ты чё, блядь? В смысле ты мне наебало идёшь? Ты чё, с ума сошёл, что ли? Моб какой-то странный, ненормальный. Кто так себя ведёт в жизни? Из укрытия выходить наебало. Ты чё? Блядь, у меня реально 0. 0, блядь, патронов. Ты чё, ебанутый нахуй? Ты чё, нахуй, ебанутый, Артёмка, нахуй, без патронов пошёл, пиздец. Ёбаный стыд. Там контента хватает на 100 плюс часов в обычной. Ладно, но я не играю в ТС онлайн одна. В этом дело. Не, только не упражнение, я не готова для такого. Я не готова. Чё с дробовиком? Я вообще в ахуе. Почему у меня 0 патронов? Почему у меня вы мне не сказали, что у меня нет патронов? Вообще, как? Как так вышло? А что мне теперь делать? Спасибо за донатик. А что мне теперь делать? Рулеточка. Добавь под стримом. Я потом добавлю. Поиграть в укулеле. Ладно, поиграть могу. Я сделаю грустный трунь. Грустный трунь. Нет, это не грустный трунь. Та-да! Руками махай. Рулеточка. Что я только что увидел, будто только домой зашел, а меня холодной водой, блин. Ужас. Что у тебя дома происходит? Блин. Да, можно я это все на следующем стриме сделаю? А то у меня и так давление высокое. Всего... Блять. Всего назад по тоннелю пойди, там хорошая плюшка есть. Да? Но я попытаюсь. Сука, ну как так можно? Просто 0 патронов. Рулеточка. Ну тут тоже челики какие-то ходят. Сука, 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 у него броня. Сколько тебе надо выстрелов? Та-да! Та-да! Го тогда вдвоем. Вот тогда вдвоем. Не, я только с мистером Твеном играю. Рулеточка. Ну спасибо за донатики. Пиздос. Так, это поменять оружие. Я взяла патрончики? О, я патрончики взяла. Не. Та-да! Так, это еще. Господи. Рулеточка. Это все мне, это все мое, окей. Рулеточка. Пиздос, что происходит? Что мне брать? Я могу взять только 3 оружия, да, получается? Это мой калашик. Это такой же. Та-да! Это мой револьверчик. Этот револьверчик у меня с прицелом, а этот револьверчик с глушителем. Что мне сейчас подручно, я даже не знаю. На 10 минут неки. Ня. Если хочешь поставиться, то бери револьвер. Я не хочу поставиться, но у меня просто мало патрончиков. Да блин. Та-да! Мышка моя. Тя-дам!
Не. Улиточка. Ой. Я не знала, что он так работает. Sorry. Я случайно не то взяла. Бля, вы так светите мне въебало. Специально? Слушай, а как кинуть гранату? На G? Обычно на G. Нет, это не кинуть гранату. Сука. Та-да. Тихо, отступаем. Отступаем. Боже. Так, а как? Как гранату кинуть? На среднюю? Нет, не работает на среднюю. Та-да. Подождите, это, блядь, это было... А? Как гранату кинуть? На Q? Нет, на Q хилится. Улиточка. Блядь. А-а-а. Я устала. Какие присесть 20 раз? Нет. Передвиньте на кнопку. Сейчас. Так, настройки. Управление. Я еще тадакую, блин. Тадакую. Господи, я не готова к этому сегодня была. Я офигели мне донатить. Так, оружие. Так, альтернативный огонь. Так, ножом. Это доп. Оружие, это в смысле... Прицел, альтернативный огонь. С? Да? Так, можно я тогда на боковую кнопку поставлю? У меня есть 2 боковые кнопочки. Так, тихо. Артемка, мы с тобой обязательно справимся когда-нибудь. Обязательно. Мы, конечно, с тобой бомжи, но мы хитрые бомжи. Так, тихо, не стреляй меня. Так, проба пера. Хоба. А, это не то оружие. В смысле, больше я не могу ничего кинуть на эту кнопку мыши? Ой-ой, ай-яй. Да, сука. Тихо. Короче, сейчас я побегу как наебала и как ему дам. На, нахуй. Сука. Сейчас как он придет, сейчас как я ему впиздюхаю. Блин, у меня дробовик с прицелом, это вообще ебанутая какая-то хуйня. Пошел. Они придурки, они бегут сразу мне на лицо. В смысле ты в меня попадаешь? Ты в меня попадаешь, сука? Ох, ебать! Охуеть! А хули вас так много?
стрелу. Так, может быть, зарезать как-нибудь первых типов. Если получится. Получится? Стелс особый. Ну, сейчас посмотрим, насколько он тут особый. Это не я. Серьезно? Серьезно? Это еще хуже, чем в Скайриме. Потери! А, он бронированный. Не получилось так с ним легко. Ебать, конечно, смешно. Так, ну... Ладно, я могу, если чё... Если что, я могу вернуться за своей пушкой. Ты просто выкинул патроны? Так. Ладно, стелс так стелс. Быстро. Реально слышно было, как ты чихает? Пиздец. Это что такое? Опа. Нихуя себе. Как нихуя не видно. На часах лампочка есть, если он светится, тебя не видно. Да? Я со свои вот это вот часы перекрыла рукой. Так что тебя не видно. Упс. Тут слишком светло. У меня слишком мало патронов, чтобы растрачивать их на фонарики. Так, я хочу с этой стороны пойти. Ладно, я стелс, придурок. Все, теперь в Assassin's Creed играем. Ничего не видели. Да-да, заткни свою амбразуру. Я могу туда прыгнуть? Ну так кроме тебя. А если я прыгну, то что будет? Ты ведь не станешь стучать, а? Ого. Ладно, понятно. Я должна была проверить. Ага, это я уже это взяла. У нее заряда, кстати, нет. А почем говорит Нинора? На часах лампочка есть синяя. И если он не светится, тебя не видно. Я поняла.
Ха, лохи. Не видите меня, да? Что это за чудовище такое лежит? А мне идти обратно надо? Походу, я зря это сделала, да? Блин, так все сверкает, и ничего не вижу. Блять, откуда? Откуда шмаляет? Слишком много эффектов, ни хрена не видно. Да блин, палка. Он умер? Блядь. Я вообще нафиг сонная. Ёбаный в рот, ты чё меня так шмаляешь? Мне вообще укрыться незачем. Почему он не умирает? Sorry. У меня тихий нервяк. А куда мне идти-то? Тут двигать-то некуда. Вообще меня зажали просто где-то в углу и все. Что такое? Тебе показалось? Никого не было. Послышалось, да, послышалось. Чего все? Пошли в пизду. Так. Не то. Да, дай мне поменять. И Антими-76 говорит маленький урок по использованию утихаря. Целься и стреляй в голову. Если зажать перезарядку, то можно усилить уровень за счет нагнетания воздуха. Серьезно? Это странно. Ну ладно. Голод, это оно понятно, но я, во-первых, ленивая. Это живой? Ничего не вижу. Сука, попрыгунчик. Опа, меня заметили.
О, как это ты тут уже появился так близко? Ну, да как? Да, блядь. Ой, я ножом его захуярила, кажется. Пиздец. О. Да, блядь. Не вертись. В кого они там еще стреляют? Не понимаю. Да блин, чау. Какая странная штуковина. Так. Ладно. Где он там в меня шмаляет? Тварь. О! Почему у вас так много? Они бесконечные? Надеюсь, нет. Где эта тварь? Чё-то нихуя не работает. У них потери. Так. Ага. Пон. Как нам... Куда нам идти? Я вообще что-то... Там закрыт проход, тут закрыт проход. Нам вниз? Куда? Мою. Какой... Какой... Кто шмаляет в меня? Нихуя не вижу. Почему он меня видит, а его нет? Что за фигня? Слева вниз. Слева с какой стороны? Вот там лево? Что-то Артемка застрял. Тут? Нет никакой лестницы. Да чё ты стреляешь в меня? Я тебя не вижу из-за твоего фонарика сраного. Ты умер? Ёбаный рот. Вот тебе и ёбаный рот.
Так это... Лево с другой стороны. Я такая думаю, почилю, да, почилила. Метательные ножички. Так я не поняла, как гранату кидать до сих пор. Типа метательные ножички я поняла, как кидать, а гранату? Там только один чел остался, вот это все? Надеюсь, да. Чел просто в пустоту ебашит. С ума сошел? Я б тебя в свою армию не взяла, чувак. Че, он мне спиной меня почувствовал? Это все мое. Зажми таб, и что будет? Really? Капец. О, здорово. Как вы тут отдыхаете? Я бы вам не советовала тут отдыхать. Ну, ключик. А от чего ключик? Не скажете случайно? Вниз иди. Сюда? Нет. Да в смысле нет? Тут нет другого низ. Только это низ было. Углекислого газика сейчас вдохну. Ну я и говно. Не, ну тут другого пути нет, только вниз. Что это? Что с тобой, блядь? А! Все нормально. Что это за ебанутая хуйня? Мама? Что это? Не меняй. Ублюдок, не бери. Я по названию поняла. Сейф. Жесть, самый изичный сейф в моей жизни. Так. Куда нам идти? Все?
Ладно. Сортир. Кому-то прям на голову срать, прикиньте. Смешно. Но мне походу туда. Только сейчас я этот путь расчищу. В атаку, собаки! Один, правда, вопрос, против кого я воюю. Но это уже, видимо, не важно. Будет сложно. Да, блин, я хотела почилить. Делать пиу-пиу, пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу. Я же играла в Last Light. Там так легко было. И я такая, типа... Ну, человый же будет, не? Вообще-то и тут не слишком сложно. Просто я как пиздец какая сонная. Точнее, не сонная, скорее вялая. Башка болит, короче, у меня. Как это нет? Может, я так пробегу? Я думала, пробегу как ебанутая. Все нормально, меня сохранили. Давай. В атаку! Я думала, она подальше улетит. Да, бля, да... Артемка, плохо кидаешь, пиздец. Я вижу лагающие тени. Нихуя. Короче, где светится, туда и стрелять. Сука. Спасибо, что подсветили мне. Ты что, ебанутый нахуй? Где он? Кто так воюет? Воевать надо из укрытия, сука. Я нихуя не вижу. Сука, ну стреляю, куда стреляется. Отступаем! Сейчас я вам дам. Сейчас я вам так дам. Сейчас я вам... Получайте, собаки! Чтоб вы у меня наелись. Твари! Привет, новый арбуз. Я немного в ярости. Все, никого не осталось, надеюсь. Вот это что? Вот это кончились патроны. Ну, надеюсь, их поголовье уменьшилось. Так. Дай мне, дай мне. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Там еще выйдут.
Не хочу. Не вижу, я попадаю или не попадаю. Судя по звуку, попадаю. Попала. Отлично. Только патронов ни хрена не осталось. Упс. Что делать? Почему оно не это? У меня найдутся еще патрончики для вас. Как вы стреляете, а? Как? А! Почему она не стреляет? Не то. Зажми. Блять, букву не вижу. Слепая, сука. Р. Накачать его надо. И Антими-76 говорит, зажми перезарядку. Окей. Все? Это чел или просто что-то светится? Это мне надо. Это мне надо. Я найду у вас патроны. Не переживайте. Так, перезаряжайся давай. Тут как перезарядка работает? Просто в некоторых играх, если перезаряжаешься, то все патроны теряются предыдущие. А тут умножаются или теряются? Блять, нихуя не вижу за ваших фонарей ебучих. Чтоб вы... Не теряются? Отлично. Мисс что? Выйди. Давай. В смысле нет? Черт, красные! Я не красная. А чья я? Какая я? Бываю иногда красная, когда побегаю. Так. Там был какой-то значок. А, это? Ням. Так, в пизду лампочки ваши. Я ничего не упустила. Врубай лампочки, да, они вообще меня бесят. Только я не хочу зря патроны тратить на них. Ух, ебать. Ой, блядь. Это чел или не чел вот это? Нихуя не понимаю. Вот это точно чел. На тебе в очко. Как по мне, после того, как тебе выстрелили в очко, ты не особо захочешь вставать. Ну ладно. Солдаты Красной Армии, у вас нет больше патронов и продовольствия. Ваши
Коммунистическая диктатура лишила вас всех человеческих прав А у вас что, фашистская диктатура? Вау. только для того, чтобы защищать свой пошатнувшийся режим. Ваша борьба бесцельна и бесполезна. Вы умираете зря. Только наша победа поможет вам воссоединиться со Пока что вы только умираете, чуваки. и завоевать счастливое будущее. Вступайте в Метромарт, армию Рейха. Каждому новобранцу чистая униформа и миска каши. Какая миска каши? Командиры Красной Армии, спешите. На станции Ебите сами свою миску каши, я обойдусь. улучшилось продовольственное положение, медицина и безопасность. Многие из ваших товарищей уже вступили в наши ряды. Солдаты Рейха Миска рисы. Кошка. Мама! Гуманное обращение. Ебать рофл. Кого стрелять? Вот это? В куда ему стрелять? Я не понимаю. Мама. В куда стрелять? Где оно умирает? Ага, да. Я понимаю, почему он попадает в меня-то всюду. Блять, что это за хуета такая? Ёбаный в рот, он еще и вертится, крутится во все стороны. Это вообще живой чел сидит? Пиздец. Чувак, я снизу. Это было вообще. У меня кончились патроны. Солдаты Красной Армии, у вас нет больше патронов и продовольствия. Ваши командиры и вожди бросили вас. Коммунистическая диктатура лишила вас всех человеческих прав. И сейчас они используют вас. В атаку, собаки! Я говорю, я сегодня очень плохо сейчас. Я, во-первых, слепая, во-вторых, ни хрена не соображаю. Сам ты мразь. Кому? Заткнись ты, петушила! Это вы, красные гадины, решаете нам избавить метро... Спасибо, товарищ. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. Не то чтобы... Слушайте, ну вас трое, короче, а он был один. Логичнее было взять с собой 3 напарника. Я считаю. Класс. Так, давай, отключай все нахуй. Это выход? Ты оттуда пришла. Чё, будете своими спинами помогать мне выжить? Нет? Нам туда?
Ладно. Тупо стоять будут? Да в смысле? Ладно. Окей. Ножик. Вы реально тут просто отдыхать теперь будете сидеть? Ну ладно. Я бы вам не советовала тут оставаться, если честно. Как же он открывает двери? Мама. Заметил меня под... Нихуя. Спрятаться можно. Пока. Что-то я очкую тут. Мама. Мама. Мама, а куда он едет? Просто туда-сюда катается? А, это не туда. Да блин! Ты тихо! Я пытаюсь понять, где я нахожусь, блядь. Мама, 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 мама. Я обязательно выживу. Обязательно выживу. Обязательно выживу. Я обязательно выживу. Я очень обязательно выживу. Я не знаю, ты свой или не свой, блядь. Я не понимаю. Мама. Мама. Почему они меня не стреляли? Почему они меня не стреляли? И они сами в ахуе были от того, что я делаю. Тут своих нет, ладно. Ну там 3 каких-то челика были мои. Я могу вместо него сесть? Походу нет. Миска каш, реально. Миска риса. Подчеркивание, вонь, подчеркивание, едем, говорит, подбегаешь в упор и зажимаешь В. Можно, не тратя патроны, всех перерезать. Я знаю, но мне очень лениво. В какую сторону мне идти? Я уже типов типа достала, они типа сохранились. Я просто не понимаю, как тут сохранение работает. Боишься посмотреть мне в глаза, проклятый палач? Спасибо, товарищ. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. Не за что.
Ну, самую большую проблему я устранила. Так что... Собери патроны. Я пытаюсь, но типа... Тут не так, чтобы уж прям много трупов. Пошли в пизду, фонари сраные. У меня что, персонаж в очках ходит, раз так отсвечивает? Чел, тебя ебашит. Покажи вам Кузькину мать. Теперь вперед. Я уж иду. Бля, прикиньте, он бежит и не задыхается. В Таркову такого и не снилось. Что-то, мне кажется, пиздай. Пиздаруй. Спалили. Спалили меня. Че у меня тут по патрончикам? Ой, ой. Давай, выходи, тварь! Сука, 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 сука. Ты шо, ебанутый? Тут NPC, конечно, ёбнутые, просто идут на лицо. У них ни страха, ни чести вообще, поняли? What the fuck, что это у тебя такое? Сколько патронов у тебя в этой штуке? Давай уёбнемся. Но все равно стрелять нечем. Не бери. Любишь на лицо? Они любят на лицо, а я нет. Привет, новый арбузный. Привет, новый арбуз. Вы, конечно, очень вовремя приходите. Когда я максимально не готовая. Но ты же ебучий стример, должна быть всегда готовая, вообще-то, тварь. Работай, псина! Чувак, я с другой стороны.
Не вижу ничего. Ну, вроде ему хана, нет? Сука, ёбаный фонарь выключи. Па! Эти фонари мне будут сегодня в кошмарах сниться. Я вам отвечаю. Мяу. Сука. Кто придумал фонари? О, я ключик нашла. Это случайно не ключ от того подвала? Или от сейфа? Бля. У меня сегодня особенно хорошее зрение. Ничего не понимаю. Так, пока свет. Пока свет. А, вот сейф. Сейфик. Класс. О, мне кажется, или если я туда пойду, что-то нехорошее может случиться. У меня блюдко на дробовик. Не, я оставлю. Чисто из вредности. Ой! Если я просто выстрелю. Как сильно оно? Сойдет? Это вообще на что-то повлияло? Ладно. Фу, привет, чел. Ладно, я по кругу прошла. Да, зря только патроны потратила. Калаш с прицелом был. И где мне теперь его искать? Вот это? Или вот это? Что я вообще у этого калаша? Это прицел? Допустим.
Меня сохранили. Хорошо или плохо? Обычно это означает, что дальше пизда. У красной линии нет врага злей и непримиримей, чем Четвертый Рейх. Говорят, война между коммунистами и нацистами продолжается уже 100 лет. Разные народы, словно одержимые бесами, принимают одну сторону, то другую. Иной раз, как в метро, разделяются пополам и бьются до полного взаимного уничтожения. Рейх должен противоположностью красной линии, так почему же оно на нее похоже? Не считая жизнь впроголодь, трудовые отряды, бесконечные митинги. То есть куча болтовня политиков, пустые глаза простых людей, тут не разговаривать лозунгу тоже нельзя. Сомневаться в том, что тебе говорят. Правда, тут верит другое. Мол, достаточно будет истребить всех мутантов, чтобы жить наладилось. Расовая чистота отступила на второй план, теперь нацисты отставят чистоту генетическую. Ничего не поняла, разве это не одно и то же? А раз норму здесь определяют политики, в мутанта можно записать любого. Кого казнить, а кого миловать. Решают штурмовики, став автоматами. А с шпионами тут обходится так же, как на красной линии, так что попадаться мне нам никак нельзя. Супер странно, ну ладно. Это мой ублюдок, и я его буду носить. Я бы вам советовал стрелять мне в голову, чуваки. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Я теперь раб. Класс. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Я столько ваших перебила, серьезно, Разве нам не челики. надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Стример Кто будет делает следить за не этой то, что я штукой? хочу. Ай. Точно! Ладно, краснопузый, молись своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. По моему фокусу видно, что... Видно было, куда я смотрю. Ну, типа, я бы заподозрил, что я тебе обернулась. Вот за что я люблю садистов. Они За мучают что? жертву так долго, что успеваешь ее спасти. А. Привет, Спарта. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Жесть. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Жесть. Хантер нас везде Паша, выручает, план даже такой. когда его Подбросишь нет. этого парня к нашей дрезине. Шаг. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через Что щель. это? А что же с нашим заданием? Бинокль? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черном. Капитан, поосторожнее. Побить меня хотели, да? Чертилы.
Не получилось. У меня были такие пакеты. Да, у всех, наверное, были. Вечные пакеты, которые почти никогда не портятся. Сумка для переезда, кстати. Да, мы ее тоже для переезда использовали. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Я буду ебашить теперь вместо них. Наконец-то. Ура! Я дождалась. Я дождалась. Ура, 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 ура. Проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. Ладно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Пип-пип. Мне, наверное, очень видно, что я без маски. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Я разворачиваюсь, но он почему-то не поворачивает. А, вот так медленно поворачивает, пиздос. Ух, ебать. А я думала, он типа, ладно. Очень странно. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Капец! Как я выживу в такой ситуации, непонятно. Где? А. Разве это лево? Ну ладно. Ничего не вижу. Ну, допустим, мяу. Слева, Артём!
Где? Это лево. Да, блядь, ну не стреляй в меня. Я очень стараюсь, но эта штука очень медленная. Ой, блядь. Артём уже раза 4 помер бы. Сзади, то есть спереди сзади или сзади сзади сзади? Блядь. Странно, ладно. Как это? Господи! Да это же танк! В смысле? Какой нахуй танк? Ну я то точно танк, блин. Меня столько выстрелили, я до сих пор живая. Сколько в эту хуя? Как говорила одна девка, меня этот ангел поцеловал. На мне сюжетный щит. Вы не понимаете? Где паскуда, тварь? Паскуда, тварь. Блядь, ёбаный в рот. Ничего не вижу, а мои глаза. Кто же знал, что так тяжело будет моим глазам? Вот он! Огонь! Вроде умирают. Какой трэш. Ой. Я вижу. Да? Не вертись ты. Бум. Еле проскочили. Это вообще странно, что мы выжили. Тебе так не кажется? Ой. Если бы я играла в это в VR, было бы прикольнее, я считаю. Хабам. Вуаля. Быстрее, Артём, быстрее! К чему такая спешка? А там чего? Опа. Ключик.
это мы не зря. Ну, допустим. Что, стой? Нет, не иди туда, не делай это. Тварь. И это план. Наши кости уже обгладывали бы туннельные крысы, если бы нам просто не повезло. В плане Ульмана было всего две составляющих: безумие и внезапность. Фашисты не ждали, что мы захватим их же собственную дрезину. Не ждали удара с тыла в спину. Ничего. Времена благородных поединков прошли давным-давно. Если нужно ударить в спину, чтобы выжить, мы бьем... Мы в метро бьем в спину. Главное, чтобы твоя собственная спина всегда надежно была прикрыта. Окей. Вот пропустила. Шесть лут. Я теперь супер богатая. Самый богатый Артём в мире. Все другие Артёмы не сравнятся со мной. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Действительно. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! На этой... Понастроили всякой хрени. Гляди в оба, иначе башку снесет. На этой дрезине всегда что-то происходит. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От парня только сапоги остались. Класс. Какие милые крыски. Скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть. Сними его, Артём! Начинается. Надо с этим убираться. Не свети мне в ебало. Не свети мне в ебало! Не светить, блядь! Так кому сказала? Убери фонарик. И ты... Тварь. И ты особенно. Все фонарики нахуй пошли в пизду. Ну нифига себе. Слава богу, у них дрезины не было. А то бы они достали нас в туннеле. Что это? Здорово! Ой, блядь. Ой. Для Артемка без зубов остался. Веселого с аттракционом. Господи,
Господи, да это же депо. Сколько я слышал о нем. Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Кажется, нам пизда. Дантистов тут нет. Нам. Упыри! Гаси их, а то мы на этом кладбище останемся! Ой, здрасте. После этого я бы не выжила ни за что. Один такой укус и все. Ничего не вижу. Ну ёбаные тыны. Да шо ж вас так много? Да, блядь. Пиздец какой-то. Серьезно? Я осталась тут одна? Мама, мне это не нравится. Мама. Ай. Ай. Охуенно. Охуенно. Что это вообще такое? Что это за гомункул такой? Не бери. Почему? Да, вот это у меня. Пистолет с глушителем, пусть останется. Мамочка. Жуткая смерть. Мои попутчики ебнут одни за другим. Я ничего не могу сделать, чтобы выручить их. Мне начинает казаться, что они жертвуют собой, чтобы я мог идти дальше. Но стою ли я таких жертв? Сам я бы был готов умереть, чтобы выполнить задание Хантера. Но имею ли я право забирать чужие жизни? Кто мне дал такое право? Хантер, Господь Бог или сам всего его произвел? Не знаю. Чувак, ты просто в видеоигре. У тебя есть баф главного героя. Папа. А куда идти? Тут все? Дебаф в качестве стримера. Ах ты, ну и сучка вообще.
Все, бан. Ну и куда нам обратно, что ли, идти? Ладно. Вообще-то я не очень хочу. Класс. И чё? Только не говорите, что нам туда. Серьезно? Вот в эту дыру? Класс. Всегда мечтала, знаете. Свет вырубай. Упс. После смерти Павла я опять остался один. И я должен Да. был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Ульман уже сам помрет, пока тебя дождется, мне кажется. Нихуя, крыса-переросток. Здорово. Ну как? Ладно, давай сюда, быстрее! В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Ладно. Вот о чем я и говорила. Мало того, что своих проблем кучу, так еще и друг друга убивают. Ну и тупые, короче, людишки. Да. Не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Ладно. Где ваш этот схрон? Мы должны Это? продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Ой. Это еще что за хрень? Спокойно, без паники. Подъем! Все в порядке? У нас потери! Пиздец. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Чудесно, что пиздец.
нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком. Врагу не Деритесь, сдается трусы. гордый варяг. Пощад никто не желает. Что-то субтитры немного перепутались. Ой. Где я не вижу? Ай. Да, это же такая быстрая тварь. Мама. Мама. Перезаряжаюсь! Класс, он пустой. Мама! Мама! Меня спас сюжет. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Ладно. Пока. На этой станции я почувствовала себя как дома. Класс. По-домашнему уютно. Как на родной ВДНХ. Эти люди, как и мы, изо всех сил цепляются за свою станцию, за свой простой быт, за свою пропащую подземную жизнь, за тусклое свое будущее. Будто бы оно сулит им спасением. Нет, все, чего они могут добиться, и все, чего мы можем добиться мы, короткая отсрочка перед тем, как нас всех окончательно поглотит тьма. И все же они не опускают рук, и мне тоже пора идти. Времени все меньше. Окей. Да, это жестко. Патрончиков нету. Мы все умрем. Класс.
патронов нету. Что мне делать? Дробовик. Я не вижу никакой дробовик. Насколько сзади? Ладно. Не 0. Они уже слепые, да? Так что можно и не красться. Что за хуйта была? А это закрытокрыс такой. Блять. Только моргнула, они уже тут как тут. Блять. Да! Хочешь сказать, что у меня аптечек нет? Да блядь. Какая ты быстрая тварь. Да нет! Почему я не могу похилиться? Чё музыка такая? На фоне. Закрой дверь, пожалуйста. Ключик. А сейф-то и так открыт.
О. Ладно. Ай, как все видно. Тварь. Что это? Тут так не работает. Расчехляй свое очко, чувак. У меня саспенс, sorry. Где отключить эту сраную музыку? Не пройдешь так? Тварь.
Да ты чё? Скотина. Какая? Да я перезаряжаюсь. Собаки. Мы тупо по кругу прошлись. Класс. Маленькая псина и псина поменьше, блядь. И совсем маленькая жесть. В дыры не наступать. Тихо. Не подаем вида. Пустите меня.
Надеюсь, они конечные. Ничего, куда шлепать-то? Непонятно. Ну, по идее, на звук надо идти. Но там заперто. Что-то я заблудилась. Подсказки по типу направо-налево не подходят, потому что я верчусь, а у тебя задержка. Да не, дверь не откроется. Почему я не могу просто прострелить замок? Я задыхаюсь. Уровень сложности игры называется «Я заблудилась». Я бы перезагрузилась. Блин, я реально не знаю, куда идти, блядь. Я уже по третьему кругу хожу.
Тварь. Чё назад, чё вперед? Я вот тут хожу по кругу туда-сюда. Мне не подходят подсказки назад, вперед, влево, вправо. У тебя задержка в минуту где-нибудь. Что это? Там, где я взяла ключ. Еще б я вспомнила, где я брала ключ. Где-то тут. И чё? Слева будет проход. Так вот он, проход слева. Я только что тут пришла. Я говорю, слева, право не работает для меня. С какого лева? С моей стороны лево, с твоей стороны лево. Может, у меня вообще в другую сторону лево? И чё, я по кругу просто прошла? Сюда нельзя. Тут тоже нельзя. Боже мой, кто придумал этот уровень? Пиздец, признавайтесь. Бау посмотрела направо, и чё тут? Заперто.
Ёбаный в рот тебя. Ну куда мне идти, по-твоему, в нору? Понятно, ты уже сам не знаешь, куда идти. Ёбаный в рот. Привет, левел-дизайнер. Да. Это было не направо, если что, это было налево. Мама. Нас накрыло, походу. Проснись, пойдем к маме. А, нет. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Пацан, он не помер. просыпается. Он умер, да? Умер. Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Пацан, лучше со мной ладно, не иди. Тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напал. Не напа. Как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Откуда он его говорит? ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Да. Он у меня на спине, что ли, сидит? Дети метро. Иногда, мне кажется, они те, кто родился под землей, никогда в жизни не видел солнца, как какой-то новый биологический вид. Этот ребенок прошел через самый настоящий ад. Он выжил чудом, но не сломил его. Но это не сломило его. Говорит, он трезво рассуждает. Помню, когда на ту станцию, где мы жили с моей мамой, только еще спустившись в метро с поверхности, напали крысы. Когда мама умерла, когда крысы ее, а меня вытащил Сухой. Сухой говорит, я еще несколько месяцев не разговаривал, а сам я ничего не помню про то время вообще. А этот малыш, может быть, метро закалит нас, закалит. В еде.
Может, поколение, выросшее без солнца, без страха, может вернуть нам землю, если я ему дам шанс. Ёбаная дислексия, чтоб я нахуй пошла в пизду. Ебать, меня штормит. Вон там! Выходи на меня, тварь! Вон там, вот это он помог. Это что, чат, блин? Вон там, там. Тут, там. Тут. Как громко! Монстра размазала! Это граната, да? Мне нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Где? Вот в этом. Заперто. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Разрешаешь? На кого-то напали. Ой-ой, смотри! Там дырка. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Вон там! Где Тама? Вон Тама, блин. Вон он! Еще один! Классный помощник. Ну там, блин, где-то. Осторожно! Здесь, там. Вон там! А-а-а! Вон он! Еще один! Ой, сзади подползает! Сука, с какой Мы стороны уже нахуй? уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннеле не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, Ладно. если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Хуй знает. Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Ладно.
Уа. Фу, чуть не ёбнулась. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Нет. Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Мой брат пообещал привезти его назад. Почему? Дура такая, почему сама за своим Мама! не пошла? Мамочка! Это моя мама! Пойдем, она меня ищет! Спасибо, брат. Отпусти, пусти Ты даже меня не к ней. представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. Саша, Если здорово? бы он потерял сына, А где дядя? Как ты сюда его бы это Можно убило. по очереди говорить? Нас всех заодно. Меня этот Спасибо. человек принес на плечах. Я ему помогал монстров убивать. Мам, я небо видел. Все? Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Ладно. Ух, нихуя. Или это приплюсовало к тому, что у меня было? Пошли. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону, так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Окей. Фу. Не плачь, Сашенька, не плачь. Здорово. Сашенька, не плачь. Продаем, покупаем. Чё продаем, чё покупаем? Подумаешь. Ты чё, охуел? Спецпредложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Прям сильно лучше. Бери, их совсем немного осталось. Для тебя берег. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Отличное оружие, не пожалеешь. Для тебя берег. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Ночное видение. Нужен ли он мне? Я, наверное, вот этот возьму. Что тут? Увеличенный магазин. Лазерный прицел. Давай магазинчик. Все, у меня есть магазинчик. Что тут есть? Шум выстрела от дробовика. Ну это рофл, конечно. Лазерный прицел на дробовик, это тоже еще смешнее. А это еще что такое? На что можешь обменять меня? Бери,
их совсем немного осталось. Что думаете, обменять или нет? Тут закупись, а дальше можно деньгами стрелять. Ладно. Я не знаю, с кем я дальше буду сражаться. Наверное, с монстрами, наверное. Лучше револьвер оставить. Ну ладно. Проходите. Проходите. Ладно. Не толкайся. Опять свет в глаза, ну что такое? Я снова поднимался наверх, в холодное и липкие объятия мертвой Москвы. Какие У выхода из метро объятия? меня ждала фашистская засада. Патроны купил? Но я должен был выполнить последнее задание Нет. умирающего командира Я и послать забыла сигнал опять. в полис. А у меня пока хватает. Боже. Короче, я очень устала. Короче, а на сегодня пока все. Продолжим потом. Вот. 3 часа поиграли, нормально. Нормально, не говори ничего. Тихо. Это самый тяжелый пока стрим. Знаете, 24 часа стрима не был таким тяжелым, если честно, как сегодня. Сегодня мне вообще очень тяжко, как-то странно. В общем, спасибо мистеру Цифр, мистеру Ралли, мистерам кому-то там, кто всем, кто... Вот, сегодня был у нас кто-то, вот. Если завтра я буду себя нормально чувствовать, то завтра еще подрублю, получается. Да? Жесть, еще сегодня 2000 вкинули в общий банк, получается, стримов. Всем пока-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 пока. Пока. Мяв.